Хотя он утверждает, что ничего не помнит о своем времени до поступления в Академию, Сейбл обладает врожденной склонностью к магии и вполне может стать следующим великим магом во всем Вениусе. На данный момент он все еще считает себя депрессивным бездельником, которому некуда идти и у которого нет будущего. Темной ночью седовласая ведьма находит Сейбла, сидящего в переулке в дождливый день с выражением отчаяния на лице. Она берет его к себе и принимает в Академию, чтобы он мог узнать все тонкости того, как стать магом. Проходит 3 года, а Сейбл все еще выглядит так же, как и до того, как его приняли. В один прекрасный школьный день его вызывают в кабинет директора школы на совещание. Придя туда, он обнаруживает, что 300-летняя ведьма рассвета, Кристос Люка, разглагольствует перед кабинетом Альбуса и кричит на нее, чтобы она представилась. Сейбл на несколько дюймов приближается к двери директора и встречает ведьму. Увидев его, Кристос убеждает его попробовать постучать в дверь директора, надеясь, что она ответит ему. Сейбл говорит ей, что она, скорее всего, этого не сделает, и Кистас впадает в отчаяние. Она вытаскивает свою волшебную косу Лауденс и приставляет ее к горлу Сейбл. Она планирует угрожать ему так, чтобы у Альбуса не было другого выбора, кроме как показать ей свое лицо. Один из тамошних студентов, волчий зверь Феллон, видит, как Криста держит соболя на прицеле. Он нападает на нее и выбивает посох у нее из рук. Сейбл подходит, чтобы поднять его, но они быстро останавливают его. Когда шум утихает, директор школы показывает свое лицо. Альбус приглашает всех в свой кабинет на встречу с Сейбл. Она поздравляет Сейбл с тем, что она развивалась в школе, и говорит ему, что хотела бы отправить его на поиски новой среды, чтобы он мог научиться чему-то новому. Из-за стычки между церковью и ведьмами люди начали специальные операции по поиску и поимке ведьм в их местности. Эта традиция существует уже много веков, пока 10 лет назад ведьма, которую они называют 13-й, не восстала против охотников на ведьм и не положила им конец. Раз и навсегда. Даже после того, как он был схвачен и убит, мир все еще смотрел на ведьм как на плохих существ. Альбус планирует изменить это, создав Академию. И все же этого было недостаточно. Она хочет, чтобы Сейбл отправилась в путешествие с 3 другими магами в страну, расположенную далеко в лесу, чтобы он мог создать деревню, где магия будет принята. А он будет там магом. Эта способность должна сохраняться в течение 3 лет. Если Сейбл не сумеет создать деревню в течение заданного срока, его знания и воспоминания об этом путешествии будут запечатаны в Академии. Кристос говорит ей, что она будет сопровождать Сейбл в его путешествии, при условии, что ей будет позволено найти нулевой гримуар и, возможно, встретиться с его автором в интернете. Путь. Альбус неохотно соглашается на сделку и отпускает Кристу. Сейбл направляется на городскую площадь, чтобы встретиться со своими коллегами. Там он встречает Хорта, одаренного студента 4-го курса, а также Кудо, падшего зверя-ящерицу. И еще 2 подозрительно выглядящих парней, которые, похоже, путешествуют вместе с Кудо. Хорту предстоит узнать, насколько крутым и зрелым является Сейбл, даже после того, как Кудо оскорбил его. Однако, прежде чем они уйдут, Хорт почувствует, что мужчина пристально смотрит на них из-под плаща, прежде чем раствориться в толпе. Павшие звери, согласно легенде, являются сильными воинами, которым был дарован дух животного, чтобы использовать больше силы. Позже Кристос, Хорт и Сейбл отправятся за шампурами в местную закусочную неподалеку. Пока они жуют свою еду, Сейбл выбирает один из шампуров Хорта и съедает его. Она внезапно вспыхивает и извиняется за любые боли в животе, которые могут возникнуть у него в свое время. После обеда все они отправляются в путь. Как и предсказывал Хорт, по дороге у Сейбл сильно разболелся живот. К вечеру они разбили лагерь у подножия горы. Хорт с помощью своей магии создает источник света. Сейбл приносит извинения Шорту за то, что он позволил ей застрять с ним в этом скучном путешествии. Хорт говорит ему, чтобы он не беспокоился о подобных вещах, а затем показывает ему свои магические способности. Сейбл рассказывает ей о том, в какой ужасной ситуации он находится в данный момент. Если он вовремя не станет магом, то потеряет единственные воспоминания о своей жизни и тогда будет полностью опустошен. Лос Кристос приходит после перерыва и подслушивает разговор Сейбл с Хортом. Она спрашивает его, почему он так редко использует свою магию. Сейбл говорит ей, что это потому, что его магические заклинания обычно выходят из-под контроля. Пока она готовит ужин, Кристос дает Сейбл и Хаарду короткий урок по магическим заклинаниям. В нескольких метрах от их лагеря, на деревьях, паре церковных охотников удается выследить ведьму. Все они решают напасть на падшего зверя и первого, прежде чем прийти к Кристе. На следующий день Криста и ее группа приезжают в закусочную в ресторане и останавливаются, чтобы позавтракать. Пока они жуют свою еду, 2 подозрительных чувака из команды Кудо приходят в ту же закусочную и жалуются на них. Хорт и остальные спрашивают, что случилось, и они говорят им, что Кудо бросил их и убежал с картой. Криста уже понимает, что Кудо кричит на мальчиков только для того, чтобы увести охотников на ведьм подальше от их местонахождения и спасти их. Криста берет свой посох и отправляется на поиски Кудо. После того, как она ушла,
Хорт использует заклинание локатора на носовом платке Кристы и находит ее точное местоположение в лесу. Эти двое немедленно отправились на поиски ее и Кристаса. По дороге туда они находят на земле отрубленный хвост Кудо, и все становится серьезным. После того, как они нашли хвост Кудо в лесу, они поднимают его и находят следы, ведущие вперед. После тщательного анализа следов Орда выясняет, что они имеют дело с профессиональным арбитром-охотником на ведьм. Она советует им бежать обратно в закусочную и оставить все дела Кристусу. Однако Сейбл говорит ей, что они не могут бросить товарища в беде. На одной из ветвей лесного дерева Кудо отдыхает и накапливает свою энергию. Он все время гадает, удастся ли двум его подчиненным спастись от охотников на ведьм, пока оглядывается вокруг в поисках каких-нибудь ловушек на деревьях. Внезапно ветка под ним ломается, и он падает вниз, прямо на колючие деревянные ловушки под ним. Куда выпускает экран, который предупреждает охотников на ведьм о его местонахождении. Не так уж далеко отсюда Хорт рассказывает о своем ужасном опыте встречи с арбитром-охотником на ведьм в молодости. Они только что закончили расчистку деревни, полной ведьм, и собирались казнить ее. Однако она убежала от них и спасла свою собственную шкуру. Именно в этот момент они услышали крики «Слава Богу!» и решили спасти его. Тем временем Кудо продолжает двигаться вперед и попадать в ловушки. В конце концов, охотник на ведьм, он же тиран, догоняет его и сталкивается с ним лицом к лицу. Кудо отвлекает тирана атакующим магическим заклинанием Солм и убегает. Тиран догоняет его и бьет своей булавой в живот. Тиран обнаруживает способности Кудо к превращению в ящерицу и решает отвести его к исследователям в церкви, чтобы он мог стать их лабораторной крысой. Он требует клетку и тащит Кудо по земле к своему лагерю. По дороге Кудо держит ветку и не дает Таранту повести его вперед. Это выводит Таранта из себя, и он отрубает Кудо руки. Тиран уже собирается нанести еще один удар по голове Кудо, когда появляется Кристус со своей тяжелой косой. Кудо молчит, пока Кристус представляет себя в качестве жертвы печально известного тирана с косой, который начинает атаку на Кристуса. Позже Хорт и Сейбл прибывают на место битвы, чтобы помочь ему. Кристус использует ситуацию в своих интересах и избивает Сейбл. Он держит Сейбл на острие ножа и приказывает Кристи бросить свой посох, иначе он убьет Сейбл. Кристус сначала отказывается, но затем отпускает посох, поняв, что ничего нельзя сделать. Тиран приказывает Сейбл забрать посох и вернуть его ему. Он накрывает его черной тканью и бросает Сейбл вперед, чтобы забрать посох. Тиран также видит, как Хорт сильно плачет. Он говорит ей, чтобы она рассказала об истинной причине, по которой ее приняли в Академию ведьм. Судя по всему, Хорт – шпион, посланный церковью в Академию, чтобы узнать путь ведьм. В детстве у Хорта внезапно начали расти рога. С тех пор она считалась отверженной ведьмой. Однажды после того, как ей удалили рога, она встречается в церкви со священником и предлагает свою жизнь, чтобы служить интересам церкви. Этот бесстыдный священник поручает ей самую трудную работу на свете. Он велит ей стать шпионом церкви, когда она поступит в Королевскую магическую академию ведьм. У Хорта начинается двойная жизнь. По мере того, как она учится в школе, ее узнает директор школы, и даже рассматривали возможность повышения по службе, чтобы она стала магом королевства. Однако она не могла отказаться от своего обещания церкви, поэтому ей пришлось предать всех, кого она любила, включая Сейбл. Выслушав ее историю, Сейбл все еще отказывается ненавидеть ее. Это так трогает Хорту, что она вынимает хвост Кудо и использует на нем самое мощное огненное заклинание, чтобы сжечь тирана. Тиран отталкивает Сейбл с дороги и защищается от атаки Хорта. Затем он встает лицом к Хорту и готовит смертельный удар. Посох приказывает Сейбл поднять его и ударить тирана. Сейбл, недолго думая, поднимает посох и уничтожает весь лес вокруг них. Когда все это заканчивается, Криста ругает его и своих сотрудников за то, что они выкинули такой безрассудный трюк. Когда все снова встают на ноги, они продолжают свое путешествие по лесу. Кристос приказывает Кудо и остальным сопровождать ее в поисках скрытой деревни, где можно преобразиться. Кудо просит свою отрезанную историю, но Хорт говорит, что она уже использовала ее для создания заклинания, которое использовала на Таранте. Кудо чувствует себя подавленным, так как навсегда потерял часть себя. К вечеру Криста и ее команда разбивают лагерь у реки, чтобы отдохнуть и продолжить путешествие на следующий день. Пока остальные спят, Хорт встречается с Сейбл у реки, чтобы извиниться за то, что привел их к арбитру раньше. Сейбл говорит ей, что на самом деле ему на это наплевать. Это немного выводит Хорта из себя, и она говорит Сейбл, чтобы она немного больше заботилась о чувствах людей. Сейбл сохраняет невозмутимое выражение лица и продолжает смотреть в реку. Именно в этот момент Хорт решает показать ему свои рога или рога. Она говорит ему, что всегда считалась дочерью демона с тех пор, как у нее появились рога. Чтобы очистить свою душу от демонического духа, ее отправили в Королевскую академию магии шпионить за церковью. Однако по мере того, как она углубляет свои знания в области магии и всего, что с ней связано,
Хорт узнает, что она была падшим зверем. Она также показывает Соболю, как она была счастлива, когда он похвалил Кудо за то, что он был падшим зверем. Соболь говорит, что он просто сказал о своих чувствах к нему и не считал необходимым дискриминировать Кудо. Хорт так растроган, что она целует Соболя в щеку перед тем, как лечь спать. После того, как она уходит, Криста появляется позади Соболя и просит его рассказать ей о своих истинных чувствах к Хорту. Однако Соболь говорит ей, что ему еще предстоит понять всю концепцию, лежащую в основе любви. Кристус смеется над ним и засыпает. На следующий день Кристус и ее команда выясняют, что два подозрительных чувака из команды Кудоса сливали информацию в церковь. Они арестовали их и отвезли обратно в академию. Как только они ушли, Кристус приступил к делу. Она велела Кудо восстановить его отрубленную руку с помощью своей целительной магии. Однако Кудо сказал ей, что не так-то просто сделать что-то подобное за такое короткое время. Криста предлагает использовать исцеляющее магическое заклинание из гримуара магии. Однако Кудо отказывается это делать, так как боится, что защитное заклинание гримуара полностью уничтожит его. С учетом этого остается сделать только одно. Поскольку Сейбл обладает огромной магической силой, Кристус предлагает Кудо и Сейбл поцеловать друг друга, чтобы получить достаточно магии, чтобы исцелить себя. Поскольку это явно не вариант, Кристус решает, что они будут касаться рук друг друга, пока она регулирует магический поток на протяжении всего ритуала исцеления. Они начинают ритуал на глазах у посетителей гостиницы, и Кудо в мгновение ока восстанавливает свою отрубленную руку и хвост. Люди сходят с ума и поют хвалу магам за создание новых конечностей. Немного отпраздновав вместе с людьми, Кристос и ее маги покидают гостиницу и прибывают в город, проехав всего несколько миль. Когда они добираются до города, Сейбл оказывается в грязи под колесами гоночного фургона. Кристус смеется над Сейбл и записывается на прием в купальню. Скоро Сейбл и Кудо будут принимать ванну в мужской части. Сейбл задаст ему несколько вопросов и расскажет о том, что вдохновило его на изучение магии. Кудо говорит ему, что ему нужно стать сертифицированным магом, чтобы он мог присоединиться к элите элитных воинов церкви и армии магов. Кудо говорит, что раньше он был уродом из северных руин, удрученным людьми после того, как они были разрушены, до тех пор, пока король-завоеватель драконов не спас его. Сейбл ценит его вдохновение на то, чтобы стать магом. Рассказав свою историю, Кудо поворачивается к нему и спрашивает, почему он хочет стать магом. Прежде чем Сейбл успела заговорить, Кристус врывается в мужскую ванную комнату совершенно раздетым. Кудо и Сейбл потрясены до глубины души и отшатываются в смущении. Эта парочка встает и выходит из комнаты. На улице они тоже встречаются с горячими девушками, полностью обнаженными. Кудо быстро снимает полотенце Сейбл и отдает его Хорту, оставляя его тоже голым. Хорт видит большой член Сейбл и убегает, думая, что это чудовище. Скоро они закончат купаться и отправятся в путь. С этого момента их дальнейший путь прошел гладко, так как они редко попадают в неприятности и могут помочь всем, кого встретят на своем пути. Несколько дней спустя Кристос рассказывает своей команде о своей настоящей миссии – найти автора легендарного гримуара. Затем она объясняет, как ей скучно после того, как она жила на магии в течение многих лет подряд. Пока она рассказывает о том, что ее волнует, к ним подбегает маленький мальчик, прячет их за пнем и активирует барьер. Он рассказывает им о своем преследователе, 300-килограммовой пантере, которая пыталась поймать его и порезать ему ноги. Он определяет их местоположение, прислушиваясь к сердцебиению, и выводит их из-под барьера. Кристус немедленно начинает действовать и нападает на поверженного зверя. Поверженный зверь узнает Кристуса и выходит из боя. Он рассказывает Кристусу все, что знает о ней, и уходит в деревню. Несколько часов спустя маленький мальчик возвращается к воротам своей деревни вместе с магами, чтобы встретиться со своим отцом. Подойдя к воротам деревни, Лауис, маленький мальчик, которого они спасли ранее, рассказывает отцу деревни о том, как Соболь и его команда спасли его от зверя, упала вслед за ним. Отец деревни благодарит их и советует им вернуться в академию. Судя по всему, Соболь и его команда уже добрались до деревни, которую Альбус назначил им ранее. Покровитель деревни сказал им, что ведьма, управляющая деревней, покинула их 2 года назад, и никто не смог их заменить. Сейбл задается вопросом, почему Альбус послал их на такую бесполезную миссию. Именно в этот момент Сейбл понимает, в чем дело. По-видимому, директор школы хотел избавиться от них, от тех, кто питается на самом дне школы. Они уже готовы поверить отцу и его лжи, когда Кристус догоняет их и обвиняет отца в его лжи. Зная, что его поймали, отец говорит Кристус прикончить его, если она думает, что он предал их. Однако Кристус говорит ему вместо этого отвезти их в деревню, чтобы она могла сама увидеть жителей деревни и их реакцию.
Отец ведет их в тихую деревню. Там они узнают о трагедиях, которые произошли в деревне за последние несколько лет. Оказывается, ведьма никогда хорошо не относилась к дому Либера и всегда заманивала жителей деревни в ловушку вместе с собой. Кристус и ее группа могли судить об этом по испуганному состоянию тамошних жителей деревни. Тем не менее, они продолжают двигаться вперед. После небольшой экскурсии по деревне Кристус и ее команда прибывают в деревенскую гостиницу, чтобы отдохнуть от стресса. Кристус предлагает им убить ведьму, которая покинула свою деревню, а также директора школы. Очевидно, что это был не лучший вариант, но Кристус по понятным причинам был зол на них за то, что они обращались с ними и жителями деревни, как с расходным материалом. Хорт предлагает им вернуться в церковь и попросить о помощи. Однако Сейбл считает, что это будет слишком рискованно для них. Он предлагает им всем самим принять участие в битве и вернуть деревню в ее прежнее состояние. Кудо и остальные говорят ему, что это будет слишком рискованно, так как им придется сражаться с целой армией в одиночку. Сейбл говорит им, что он не возражает, так как ему больше все равно, выживет он или умрет. Услышав это, Хорт плачет и говорит Сейбл, что она никогда не захочет, чтобы он умер. А потом она в слезах выбегает из дома и оставляет их одних. Сейбл бросается за ней, чтобы извиниться за то, что заставила ее плакать. Сейбл идет в деревенскую часовню, чтобы помолиться. Там она встречает маленькую девочку по имени Лили в плаще, которая застала ее плачущей. Хорт вытирает ее слезы и опускается на колени, чтобы поговорить с маленькой девочкой. Появляется отец деревни и зовет Лили. Тем временем Кристос дает понять Кудо, что она готова на все, чтобы защитить своих людей. После того, как Лили вышла из часовни, отец сталкивается лицом к лицу с Хортом и раскрывает свою истинную сущность охотника на ведьм. Хорт знает, что она в беде, но теперь уже слишком поздно, так как отец связывает ее металлической проволокой и обвиняет в предательстве церкви. Сейбл возвращается в гостиницу и сообщает об исчезновении Холта. Кристо встает и начинает отслеживать местонахождение Хорта. Она добирается до леса вместе с Кудо и Сейбл и находит запах Хорта в пещере. Они входят в пещеру, тщательно высматривая ловушки. Кудо струсил и покидает пещеру вместе с Кристо и Сейбл. Выйдя из пещеры, он натыкается на зверя-пантеру, который ранее преследовал его, и сталкивается с ним лицом к лицу. Падший зверь говорит Кудо, чтобы он присоединился к его команде и стал одним из них, чтобы он научил его магии. Кудо спрашивает его, где был Хорт, и пантера говорит ему, что он уже съел ее. Кудо очень сердится и бросает вызов пантере. Пока они идут дальше вглубь пещеры, у Соболя возникают вспышки воспоминаний, из-за которых он теряет равновесие. Кристос говорит ему, чтобы он не волновался, чтобы не получить травму. Она говорит ему, что теперь, когда у него есть люди, которые заботятся о нем, он не должен слишком беззаботно относиться к смерти. Пока они разговаривают, дверь перед ними открывается, и Сейбл втягивается в комнату за ней. Отец также начинает свою собственную атаку на Кристус и бросает ее в ту же комнату, что и Сейбл. Там они находят ведьму, которая управляла деревней, улыбающуюся, когда она была закована в цепи. Сейбл помнит эту ведьму как человека, который нашел его в переулке 3 года назад. Ведьма наконец заговорила и попросила Сейбл прийти к ней. Сейбл встала перед ней лицом к лицу и спросила, кто она такая. Кристос тоже встал перед Сейбл, чтобы защитить его, и был потрясен до глубины души. Ведьма, которая представилась как автор нулевого гримуара, говорит дуэту, что она приложила все усилия, чтобы найти Сейбл. Теперь, когда она нашла его, она просит его последовать за ней, стать сильнее и отказаться от своих друзей. Однако Сейбл говорит ей, что он еще не готов бросить своих друзей прямо сейчас. Он нашел убежище в их компании и пока не готов покинуть ее. Как раз в этот момент Кристос целует Сейбл, и ее магия наполняется новой силой. Она чувствует себя бодрой и встает лицом к лицу с ведьмой, стоящей перед ней. Кристо произносит заклинание флагист и направляет огненного зверя в сторону ведьмы. Однако ведьма отрицает действие заклинания и аннулирует его. С удивленными взглядами на лицах Соболя и Кристы, ведьма раскрывает свою личность как грязно-черная ведьма и автор нулевого гримуара. Она готовит последнюю атаку против этих двоих и останавливается на полпути, чтобы поздравить их с успешной сдачей теста. Оказывается, вся эта атака на них была всего лишь фасадом, предназначенным для проверки способности ученика стойко переносить невзгоды. Вскоре Кудо и Хорт присоединяются к Кристусу и Сейбл в пещере, где они также проходят соответствующие испытания. Священник с завязанными глазами спрашивает, видел ли Кристус все это насквозь, и она отвечает «да». Войдя в деревню, Кристус обратил внимание на то, что дома и чучела, которые они повесили, были построены совсем недавно, и узнал их. Так что у нее возникло подозрение, что их проверяют. С наступлением темноты Зеро отправляет Альбусу письмо, в котором сообщает о своих учениках, прошедших тест. Альбус так счастлив, потому что это был первый раз, когда кто-то из ее учеников действительно прошел такой тест. Чтобы заплатить арбитру за нападение на ее учеников, Альбус назначает награду за его голову. Жители деревни со стороны Зеро устраивают вечеринку в честь первого числа студентов полевой программы. Соболь и его команда едят и пьют. Позже они встретятся с Зеро. Хорт спрашивает ее, почему она изначально хотела их выгнать. Зеро говорит им, что это потому,
что их потенциал как великих магов просто слишком силен. Команда начинает нервничать, потому что они никогда не были так высокого мнения о себе. Это Зеро, который уже увидел свой потенциал. Зеро перечисляет, как сложится будущее всех троих, если они будут продолжать тренироваться и оттачивать свои способности. Затем она говорит им, что назначает каждому из них магазин для начала их трехлетней программы обучения. Зверь-пантера пал, и отец подает им еду, чтобы они могли насладиться ею. Пока они едят, они обнаруживают, что отец с завязанными глазами действительно может видеть. Однако свет влияет на его зрение в течение дня. Кроме того, Лили, которую она считала маленькой девочкой, на самом деле 20 лет. Хорт сильно сутулится. После ужина Соболь и его команда идут пешком в гостиницу. По дороге они видят в небе белого дракона, приближающегося к деревне. Когда он приземлится, Кудо снова увидит своего героя, короля-победителя драконов, и все будут приветствовать великого героя в деревне. Король-дракон доставит 3 ученикам письмо от директора школы. Цель этого письма состояла в том, чтобы сообщить ученикам, что у них есть свобода использовать свои магические силы без каких-либо ограничений. Кудо спешит повидаться со своим героем и спрашивает, помнит ли он его до сих пор. Пришедший дракон действительно помнит его. Он говорит ему несколько ободряющих слов и после этого уходит. Все трое добираются до гостиницы и узнают, что рассветная ведьма пробудет там с ними некоторое время. Студенты просто не могут быть счастливее. Позже ночью рассветная ведьма встречается с Зеро, чтобы обсудить истощение своей магии. Она рассказывает ему о бесконечных магических способностях Сейбл и говорит, что он будет рад ей помочь. Затем Зеро рассказывает Дону ведьме историю, стоящую за ней и Сейбл. По-видимому, Сейбл, увидев, как прямо у него на глазах убили его мать, запечатал свои воспоминания, чтобы забыть об этом инциденте, и с тех пор находится в состоянии покоя. Кристас спрашивает ее, почему она так сильно стремится контролировать Сейбл. Зеро говорит ей, что это потому, что Сейбл ее племянник. Через 2 месяца после того, как они попали в деревню Зеро, 3 учеников уже сменили множество профессий в соответствии со своими магическими способностями. Орда – это деревенская служанка, которая выполняет различные просьбы о работе. Сейбл – это что-то вроде волшебного банка деревни, который снабжает магией тех, кто в ней нуждается. Он также управляет магазином. Кудо использует свою целительную магию, чтобы исцелять раненых, когда это необходимо. Однажды утром Сейбл приходит в свой магазин и пополняет запасы магии Кудо и Хорта, прежде чем позволить им продолжить свою повседневную работу. После того, как они уходят, Кристус приходит в магазин, чтобы повидаться с ним. Во время завтрака она спрашивает его, почему он слишком часто отсиживается в своем магазине. Сейбл говорит ей, что ему нужно быть дома на случай, если кому-то понадобятся его услуги. Мало того, он еще и заботится о стирке белья для людей, в том числе и для Хортса. Глаза Кристы широко раскрываются, когда она спрашивает его, чистил ли он нижнее белье Хорта. Сейбл говорит, что он это сделал, и она падает в обморок. Совершенно очевидно, что Сейбл не знала, что это неправильно. И все же Криста предупреждает его, чтобы он никогда больше так не поступал. Затем она говорит ему, чтобы он сделал свой выстрел вместе с Хортом, так как он ей очень нравится. Сейбл говорит ему, что он чувствует себя обязанным помочь всем, кому может. Это заставляет Кристу вспомнить, что Зеро говорил ей о арабском менталитете Сейбл. Чтобы изменить это, она отправляет его с каким-то поручением за пределы дома. Выйдя на улицу, Соболь встречает Лайоса на улице и следует за ним в лес. Вместе они пробираются сквозь густую растительность и теряются. Лаоис начинает плакать, извиняясь за то, что завел Соболя в лес. Соболь успокаивает его и винит во всем себя. Пока они плачут, Лаоис видит бегущих в каком-то направлении грызунов. Он внезапно вспоминает Лили как упавшего зверя-грызуна и следует за грызунами к часовне прямо на окраине города. Там Льюис находит свою мать, которая ждет его. Он получает хороший нагоняй, когда мама забирает его и везет домой. Отец приглашает Сейбл в церковь, чтобы она познакомилась с Лили. Отец снимает с нее плащ и открывает ее истинную сущность. Затем он велит ей приготовить им что-нибудь на завтрак. Лили неохотно готовит им горячий суп, хлеб и мед. Пока они жуют свой завтрак, отец говорит Сейбл, чтобы она как можно быстрее освоила азы профессии мага, так как неизвестно, какие опасности могут поджидать его в будущем. Он спрашивает его, зачем он пошел в лес с Лоис. Сейбл отвечает, что Криста послала его за чайными листьями для нее. Отец говорит ему, что ему следовало бы попросить кого-нибудь из взрослых, и они отвели бы его к дереву. После завтрака Сейбл выходит из церкви и находит Орду на улице. Они немного поболтали, и Сейбл обнаружила пятно крови у себя на рукаве. Когда ее спросили, что случилось, Хорт сказал Сейбл, что это не ее кровь. Она отправилась на свою недавнюю миссию с павшим зверем-пантерой. По дороге они столкнулись с несколькими волками, и им пришлось сразиться с ними. Во время схватки Хорт случайно ударила упавшего зверя своей магией. Сейчас он находится в реанимации. Сейбл, Кристус и Хорт спешат в деревенскую больницу, чтобы помочь ему. Там Зеро целует Сейбл и наполняет ее магией, чтобы она могла исцелить пантеру и вернуть его к нормальной жизни. Это сработало, и пантера мгновенно встала и побежала.
Сейбл вскоре уезжает, чтобы встретиться с Лоис, так как он что-то вспомнил. Нулевая Пантера и Кристос обсуждают успехи Сейбл в качестве мага. Они считают, что он отстает в силе по сравнению с двумя другими. Зеро и Пантера говорят рассветной ведьме, что все в порядке, если он хочет оставаться неподвижным до тех пор, пока он снабжает магией. Ведьма Рассвета закатывает истерику и говорит им, что она этого не потерпит. В тот же вечер ведьма Рассвета спрашивает Зеро, почему она не решается воспользоваться магией Соболя. Зеро говорит ей, что это потому, что она не хочет эксплуатировать своих учеников. Кристос говорит ей, что она увянет и умрет, если в ближайшее время ничего не предпримет по этому поводу. Однако Зеро, похоже, вполне спокойно относится к этому, пока она будет умирать вместе с тем, кого любит. Тем временем Альбус посылает одного из учителей падших зверей присмотреть за Соболем в деревне, где он находится. Соболь также добирается до дома Лавы и приглашает его снова отправиться с ним в лес, куда просыпается глубокой ночью и спрашивает о своем следующем пациенте. Он помнит предыдущий день, когда ему пришлось использовать свою магию, чтобы исцелить 13 человек, страдавших от инфекции. Он спускается вниз в первый раз в нерабочее время и узнает все, что упустил, пока спал. Сейбл находит способ обвинить себя и извиняется за то, что заставила Кудо отоспаться. Кудо спрашивает их, пережил ли падший зверь Пантера нападение Хорта. Хорт говорит ему, что это действительно так. В конце концов вспыхивает мини-спор, и Кристусу приходится вмешаться. Так как все они каким-то образом испортили свою работу, Кас спрашивает их, как они планируют улучшить ситуацию. В то время как Сейбл говорит ей, что он начнет с того, что будет чаще выходить на улицу, Хорт и падший ящер продолжают сражаться. Кас говорит ей, что на следующий день они оба должны увидеться с Зеро на уроке по становлению магом. На следующий день Кристос отпускает троих своих учеников, чтобы они разошлись в разные стороны. Они делают свою первую остановку в библиотеке и встречаются с Зеро, который рассказывает им о запретной библиотеке на севере. В то время как Орда с нетерпением ждет возможности побывать там в один прекрасный день, Соболь и Кудо с трудом решаются отправиться туда. Зеро решает взять бразды правления в свои руки и научить Кудо кое-чему об отмене магических заклинаний. Она выводит Хорту на улицу и учит ее отменять некоторые заклинания. Вскоре остальные присоединяются к ней, чтобы посмотреть, как Зеро учит их всех контролировать свои магические силы. После небольшой демонстрации своих способностей Зеро падает в обморок. Сейбл поднимает ее на руки и спрашивает, не может ли он дать ей немного своей магии. Однако техника передачи магии не срабатывает. Он отвозит ее к себе домой и кладет на кровать. Сейбл спрашивает ее, почему она отказывается поцеловать его и получить еще больше волшебства. Зеро говорит ему, что она не хочет лишать его магии. Сейбл спрашивает ее, знала ли она о его матери, но Зеро отвечает, что она ничего не знает. Затем Сейбл берет книгу со своей полки и просматривает ее. Он обнаруживает, что это похоже на гримуар, и спрашивает, кто его написал. Зеро говорит ему, что именно его отец, 13-й, написал эту книгу. Скоро прибудет падший зверь Пантера с едой и припасами для Зеро. Он забирается к ней в постель и благодарит Сейбл за то, что она заботилась о ней в его отсутствие. Сейбл оставляет их вдвоем и уходит в лес вместе с Лаосом. Они некоторое время гуляют и играют, прежде чем попасть на тренировочную площадку. Пока они гуляют, Сейбл вспоминает последние слова Зеро, сказанные ему перед уходом. По-видимому, Зеро сказал ему серьезно отнестись к тому, чтобы стать магом, если он хочет добиться успеха в жизни. Сейбл возвращается к жизни, когда они добираются до небольшого поля, усыпанного красными цветами. Леосу очень хочется тренироваться вместе с Сейбл. Однако, прежде чем они начинают занятия, появляется фиолетовая колючая штука и парит перед ними. Эта штука стреляет шипами в них обоих и попадает в Лаоса. Лаос падает в обморок от потери слишком большого количества крови. Не способный использовать какую-либо целительную магию, Сейбл берет его на руки и мчится к деревне. Он останавливается где-то в лесу и ложится, серьезно размышляя о том, что нужно сделать, прежде чем он уйдет. Как раз в тот момент, когда он уже собирается сдаться, к нему приближается птица от Кристуса и говорит ему, чтобы он ни в коем случае не сдавался и что Кристус уже на пути к нему. Соболь упорствует и добирается до нуля, Пантеры и Кристуса. Позже и Соболь, и Лаос выздоровели. Кристус назвал эту вертлявую тварь предвестником катастрофы, которая поджидает на деревьях, чтобы поймать добычу и высосать ее кровь. Если ты увидишь такую тварь в лесу, это будет означать, что кто-то намеренно выпустил ее там на свободу. Пантера договорилась о встрече с представителем волка от Альбуса и его отца. Они пытаются выяснить, кто выпустил эту тварь на свободу в лесу. Если проблему не пресечь в зародыше, это может привести к гораздо большим проблемам, чем обычно. Во время обсуждения их плана по поимке преступника, который выпустил остатки катастрофы, Зеро присоединяется к ним и следует за ними на охоту к полуночи. Падший слуга директора школы Холдем встречается с учениками в первый раз и представляет себя. Ученики узнают в нем его отвратительные способности и заставляют его уволить их.
Вернувшись в дом, Криста спрашивает его, почему он на самом деле оказался здесь, в деревне. Она подозревает, что именно он выпустил остатки катастрофы в джунгли. Холдем отрицает, что когда-либо выпускал остатки катастрофы в лес. И говорит Кристусу, что он здесь только для того, чтобы присматривать за учениками и следить за тем, чтобы они не сбились с пути истинного. Трое учеников добираются до деревенского водопровода. Сейбл говорит Кудо и Хорту, что он твердо решил стать таким же магом, как и они. Пока Хорт радуется за него, Кристос проходит мимо, чтобы поздороваться, и говорит им, чтобы они поскорее возвращались домой. Сейбл просит своих коллег научить его произносить магические заклинания, а он взамен отдает им часть своей магии. Хорт спрашивает его, не поцелует ли он ее, чтобы передать ей магию. Однако Сейбл разочаровывает ее и говорит, что он этого не сделает. Хорт впадает в мини-панику и прыгает повсюду, пока не приходит Холдем и не приглашает их к себе домой. Прежде чем они уйдут, отец Лео просит о встрече с ним наедине. Когда они остаются вдвоем, он говорит Сейбл, чтобы она пока держалась подальше от Леоса. Сейбл понимает это и обещает, что со временем станет сильнее, так что сможет снова сразиться с ним. Папа обещает научить Льва быть более осторожным в будущем. После того, как папа уходит, тиран подкрадывается сзади к Соболю и захватывает его в плен. Когда он перевозит его, Соболь вспоминает последние мгновения, проведенные с его матерью перед тем, как ее убили. По-видимому, после того, как она заперла своего сына в клетке, чтобы защитить его, смертоносная ведьма напала на их дом во время войны и убила маму Соболя прямо у него на глазах. Затем ведьма подняла Соболи и начала высасывать из него магию. Она высасывает так много магии, что это начинает перегружать ее тело. Сейбл убивает ведьму и запечатывает его память. Тиран останавливается, услышав голос Сейбл на экране, и возвращает его к реальности. Хорт и Кудо прибывают через несколько мгновений, чтобы освободить своего друга. Кристос, которая тоже находится в лесу, использует свой посох, чтобы очистить лес. Она находит кого-то, кто гниет заживо, и начинает помогать ему. Кудо отрезает кусок своего хвоста и отдает его Хорту, чтобы она могла использовать его в своем заклинании Флагиса. Это не сработает, так как тиран блокирует атаку. В ходе боя Соболь освобождается. Он приставляет нож к горлу тирана и угрожает перерезать его, если тот не прекратит бороться с ними. Тем временем Кристос находит его спящим на полу где-то в окрестностях деревни. Оказывается, дети усыпили его после того, как узнали о похищении Сейбл. Кристин спрашивает его, не пытается ли он проверить их, но Холден отвечает ей, что никогда бы не сделал ничего, что могло бы причинить вред Сейбл. Она спрашивает его, что он сделал, и он говорит, что использовал тирана, чтобы напасть на студентов. В этот момент тиран сбивает студентов с ног и бьет их по конечностям своей булавой. Пока он злорадствует по поводу своей победы, прибывает отец деревни и перерезает ему руки и ноги своими тонкими металлическими проволоками. Зная, что его превосходит численностью, тиран сдается своему врагу и позволяет захватить себя в плен. Скоро на место происшествия прибудут Пантера, Зеро, Холдем и Кристус. Кристус и Холдем пытаются защитить тирана, чтобы у них возникло подозрение, что они знали тирана или наняли его для выполнения этой грязной работы за них. Тем не менее, они все равно везут его в больницу на лечение и обсуждают, что они с ним сделают. На Криса навешивают ярлыки некомпетентного слуги, так что они не думают, что наняли арбитра. Они жалуются на нехватку рабочей силы и задаются вопросом, что они могли бы сделать, чтобы все заработало. Арбитр просыпается и несет какую-то чушь. Однако Холден говорит ему, чтобы он застегнул молнию, если хочет жить без своих конечностей. На следующий день Хорту и другим ученикам говорят простить тирана за его проступки. Она выходит из себя и продолжает рассказывать им, сколько невинных людей убил тиран. И все же они отказываются устранить его. Хорт продолжает уговаривать их убрать его, но они говорят ей, что он все еще очень полезен для них. Затем Хорт решает, что она заставит его работать на каторжных работах в баре Пантера, чтобы они могли контролировать его и следить за ним. Холдем покидает деревню и возвращается в академию после того, как увидит, в каком состоянии находятся студенты. Проводив его, Криста направляется в студенческие покои. Она уже собирается постучать и войти, но останавливается и подслушивает разговор Хорта и Сейбл. Сейбл спрашивает Хорта, как узнать, испытывает ли он к кому-то определенные чувства. Хорт начинает нервничать и говорит ему, что человек, который влюблен в другого, всегда хотел бы быть особенным для того человека, которого он любит. Сейбл признает, что он действительно испытывает такие же чувства к профессору Кристи, а не к ней. Хорт понимает, что она может не нравиться Сейбл так, как он ей нравится, но она справляется с отказом как чемпион. И даже решает стать посредником, чтобы соединить Сейбл и профессора вместе, обещая сказать несколько слов. Пару слов Христусу. Перед тем, как уйти на целый день, она просит у Соболя волшебную дозаправку. Однако, когда он уже собирается сделать перевод, Соболь внезапно вспоминает о том времени, когда он перегрузил убийственную магию своей мамы. Он останавливает магическую передачу и уходит, чтобы повидаться с Зеро. Хорт добирается до реки, чтобы рассказать Кристи о чувствах Сёби к ней. Криста предупреждает ее, чтобы она не высказывала людям своих чувств, не поставив их в известность заранее. Хорт приносит извинения и спрашивает Кристус, не собирается ли она сбежать теперь, когда один из ее учеников влюбился в нее. Кристус говорит ей, что она не будет убегать и лучше просто притвориться,
притворяется, что ничего не слышала. Пока они разговаривают, они слышат звук экрана, который отвлекает их внимание от их обсуждения. Сейчас в квартире Зеро Сейбл обсуждает с ней свои подавленные воспоминания. Почему он вдруг вспомнил о них, когда его похитили? Зеро говорит ему, что он, вероятно, помнит об этом, потому что его жизнь была в опасности. Затем она рассказывает еще несколько фактов о его 13-летнем отце и о ней самой. Судя по всему, до 13 лет Соболь была для него ничем иным, как бесконечным источником магии. Когда мать Сейбл узнала о его планах, она сбежала, ее выследили и убили. Зеро рассказывает Сейбл, что она его тетя. Чтобы создать мир для ведьм, 13-летний мальчик считал необходимым иметь бесконечный источник магии. Сейбл понимает это и рассказывает ей об инциденте, который произошел у него с Хортом ранее. Зеро решает научить его магии стабилизации. Она протягивает руки и держит Сейбл. Затем они передают магию друг другу. Пока они это делают, издалека доносится еще один оглушительный грохот. Однако они предпочитают не обращать на него внимания. Кристус и Хорт с другой стороны добираются до гостиницы и обнаруживают, что тиран прижимает к себе мальчика, которого Кристус нашел в лесу прошлой ночью. Мальчик уже вышел из своего изуродованного состояния и пытался напасть на всех, кто попадался ему на глаза. Кристус использует лекарство Лаудина, чтобы усмирить его и госпитализировать. Леди Хартфул, хозяйка гостиницы, показывает свое лицо и проверяет, как там остальные. Кристус счастлив видеть эту леди, когда она подает обед Таранту и связанному ребенку. Кристус рассказывает им о пешках церкви. Другими словами, мальчик остался один, чтобы найти и уничтожить ведьм. Кудо дает понять, что не испытывает к нему никакого сострадания. Однако Кристус дразнит его. В то время как остальные спорят, сердечный и самодовольный человек говорит о своих приоритетах. Он по-прежнему остается убийцей или теперь является телохранителем деревни. Тиран становится застенчивым, когда пытается использовать свою власть над женщинами. Однако Кристос использует свой посох Лоудинс, чтобы дать ему понять, что они не терпят насилия. Несколько часов спустя Пантера беседует с Кудо и Хортом о наилучших методах получения информации от мальчика. Мальчик предлагает им вытянуть из него информацию пытками, а Кудо и Хорт предлагают использовать другие средства. Как раз в этот момент приходит отец и будит мальчика. Почти сразу же мальчик нападает на них, но отец удерживает его. Когда все соберутся в здании, отец просит Кристуса сделать комнату достаточно темной, чтобы он мог снять повязки с глаз. Кристус делает комнату именно такой, чтобы начался допрос. Отец задает несколько вопросов и использует выражение лица пленника, чтобы понять, лжет он или нет. В ходе допроса выясняется, что церковь, возможно, купила останки жертв катастрофы и поместила их в лесу. Кристос советует им оставить мальчика в деревне еще на некоторое время, чтобы действительно выяснить, чего добивается церковь. После того, как я подслушал их встречу, я быстро добрался до школы и обнаружил, что Тарант учит детей плести узлы и все такое прочее. Она внезапно вспомнила все плохие поступки, которые он совершил в прошлом, и задалась вопросом, что он мог запланировать на данный момент. Хартфул приглашает всех желающих, включая Тирана и Хорта, порыбачить на реке. Хорт неохотно принимает приглашение и следует за ними. В финальной сцене Кудо узнает, что перевод в Вениас отложен. Кудо выводит ребенка на прогулку, чтобы обсудить мотивацию его действий. Задав ему несколько вопросов, Кудо приходит к убеждению, что церковь промыла ему мозги, заставив поверить в то, что все ведьмы и падшие звери – плохие люди и должны быть изгнаны из этого мира. Кудо решает изменить свое решение и сводит его в ресторан «Грызунок Лили». Когда он приходит туда, Лили угощает его сытной едой, и малыш наедается досыта вместе с Кудо. Удивительно, но малыш наслаждается едой и ценит усилия, затраченные на ее приготовление. После еды Кудо выставляет Лили, которая готовила ему еду, павшим зверем. Малыш удивлен, что такая вкусная еда могла быть приготовлена мышью. Съев их еду, он благодарит Лили и вскоре уходит. Вернувшись в свою уютную комнату, Кудо представляется и оставляет его наедине с самим собой. Ближе к вечеру Соболь показывает своим коллегам новый метод, которому Зеро научил его ранее, чтобы контролировать свою магию. Остальные пробуют его, но считают, что овладеть им слишком сложно. Пока они возятся с магией, Сейбл подходит к Кристусу и просит использовать ее посох для эксперимента, о котором он узнал ранее. Кристус предоставляет ему доступ к использованию посоха. Однако, прежде чем он уйдет, Сейбл признается ей в своей любви и шокирует всех. Хорт быстро вмешивается, чтобы взять ситуацию под контроль. Через несколько часов после полуночи малышу снится тяжелая жизнь, которая у него была в прошлом. Судя по всему, он был захвачен в плен как сирота и отправлен в тренировочный лагерь, чтобы научиться убивать ведьм. Девочка, которую позже опознали как Кэти, подпрыгивает, когда Хорт и Леди Сердечная приходят в его комнату, чтобы пригласить его на рыбалку. По дороге туда Хорт дает ему небольшой урок о том, как давать и сдерживать обещания близким людям. По дороге у Кэти громко урчит в животе,
и все они посмеиваются над ним. Сейбл – это первый человек, которого Кристос видит в то утро. Он наливает ей немного чая и показывает свой эксперимент в бутылке. Как оказалось, Сейбл открыла способ наполнять зелье магией, которую можно использовать для восполнения истощенной магии. Кристос спрашивает его, как он узнал об этом, и он говорит, что читал гримуар своего отца. Чтобы проверить эксперимент, Соболь выливает каплю этого гримуара на Лоудина. Попробовав зелье, Лоудин берет всю бутылку и выпивает ее целиком. Это может означать только одно – ему понравилось зелье. Сейбл встает и уходит, чтобы приготовить другие зелья. Когда я возвращаюсь к молодым дням арбитра, выясняется, что в детстве он всегда умел расставлять ловушки. И иногда создавал эффективные ловушки, чтобы произвести впечатление на своего отца. Однако, поскольку его отец никогда не ценил его за ловушки, арбитр стал негодяем и встал на путь тьмы и разрушения. Размышления тирана о прошлом заканчиваются, когда леди Хартфул немного рассказывает ему о себе и о том, как она будет действовать в определенных ситуациях. Тиран размышляет над тем, что она сказала, и приходит к выводу, что он просто не был так устроен. Орда подходит к нему, чтобы спросить, не влюбился ли он уже в учительницу. Тиран отрицает это и смеется при одной мысли об этом. Примерно в это же время Кэти в ужасном состоянии идет к реке. Оказалось, что его боль в животе была чем-то большим, чем просто боль, потому что он превратился в монстра прямо у всех на глазах. Тарант быстро вступает в действие и пинком отгоняет его от детей и учителя. Он пытается ударить Кэти кулаком, но ему отрубают руки. Хорд быстро произносит заклинание, чтобы усмирить монстра, стоящего перед ними. Однако у них это плохо получается. Тиран велит им покинуть место происшествия, пока они еще могут, чтобы он мог удержать Кэдди на расстоянии. Однако Хорд и Кудо отказываются оставить его умирать. Пока Хорд произносит свое заклинание, Тиран держит леди на расстоянии. Когда она заканчивает, она запирает его внутри здания. Однако Кэти, которая теперь превратилась в монстра, вырывается из-под печати и продолжает двигаться к ним. Тиран удерживает монстра и выигрывает некоторое время для Орды, чтобы произнести заклинание, достаточно сильное, чтобы убить Кэдди. Однако Кэти пронзает Тирана насквозь. Примерно в это же время Ход заканчивает свое заклинание и уничтожает Кэти. Кудо использует свое исцеляющее заклинание, чтобы залечить раны Тирана. Примерно в это же время тело Кэти распадается на маленькие кусочки ящериц-аллигаторов. Кристос прибывает как раз вовремя и использует свой посох, чтобы съесть ящериц до того, как они смогут причинить какой-либо вред Таранту и ученикам. После инцидента с леди Хорд, Сейбл и Кудо собираются на могиле Кэнди, чтобы поговорить о своем будущем. По-видимому, они сожалеют о том, что не смогли спасти Кэдди, когда это было так важно. Кудо предлагает им пока воздержаться от магических запасов Сибилы и научиться управлять своими магическими заклинаниями и совершенствовать их. Пока они обсуждают это, король-победитель драконов прибывает на своем белом драконе, чтобы сообщить ученикам, что они должны вернуться в Винеест немедленно, прежде чем деревня превратится в поле битвы. Услышав эту новость, ученики сразу же начинают готовиться к тому, чтобы противостоять решению, принятому директором школы. Сейбл рассказывает Зеро о том, как они могли бы заманить вражеские войска в ловушку, не причинив вреда людям. Он достает свое волшебное зелье и говорит им, что они могут создавать ловушки с помощью магии, заключенной внутри. Зеро очень впечатлена и обещает пересмотреть свое решение отправить их обратно в академию. Как раз в этот момент Кирсидас навещает их и умоляет Зеро позволить ее ученикам участвовать в войне вместе с ними. После долгих упрашиваний Зеро разрешает им участвовать в любой войне, которую церковь ведет против деревни. Когда она получает эту новость, Альбус очень радуется и гордится решением своего ученика встать и бороться за справедливость. В другом месте Тарант и его отец, будучи бывшими арбитрами церкви, вспоминают старые времена и говорят о том, какой ироничной была для них жизнь. Они вот-вот подерутся с организацией, которая их наняла. Они разговаривают притчами до конца сцены, пока тиран не встает и не уходит, чтобы добраться до учителя. Хорд и Кудо тестируют волшебные зелья, созданные Сейбл, и остаются под впечатлением. Они спрашивают его, как ему пришла в голову эта идея. Сейбл рассказывает им о настоящей личности своего отца 13. Кудо обнимает Сейбл и благодарит его за то, что он сказал ему правду. Они также говорят ему, чтобы он не ждал никакого особого отношения, так как он все еще один из них. Тем временем тиран добирается до гостиницы и узнает, что дети приготовили сюрприз в благодарность за то, что он спас их раньше. Тиран потрясен до глубины души, так как никогда в жизни с ним так не обращались. Леди Хартфул пришлось положить ему в рот еду, прежде чем он пришел в себя. После еды леди Хартфул какое-то время остается наедине с тираном. Тиран по-своему почти признается, что ему нравится леди Хитфул. Однако, когда она, кажется, улавливает его чувства, он встает и уходит в бар Пандерс. Там он находит Хорта, который пьет в одиночестве, и присоединяется к ней. Она рассказывает ему о ловушке, которую Сейбл использовала, чтобы остановить армию церкви. Она тонко угрожает оставить его в живых,
живых, если для этого придется мучить его за все те жизни, которые он отнял. После их обсуждения Хорт оставляет тирана на растерзание Нэшу и обдумывает свои собственные решения. Кристос и его отец обсуждают последние достижения учеников. На следующий день вся деревня приступает к изготовлению ловушек, которые будут использоваться церковной армией. Пока ученики заняты обдумыванием менее вредных способов установки ловушек, Пантере и Христусу остается только надеяться, что их враги достаточно слабы, чтобы быть побежденными этими ловушками. Отец вмешивается в их дискуссию и говорит им, что церковная армия обычно состоит в основном из фермеров и медицинских работников. Пока они обсуждают это, Лили, грызун бросается звать пантеру, чтобы она помогла ей приготовить еду. Видя ее милое состояние, Криста обнимает ее и прижимает к себе. Отец вмешивается и отталкивает Кристу от Лили. Лили возвращается на кухню, а пантера следует за ней. Криста спрашивает отца, почему он так сильно помогает Лили. Отец говорит, что он убежден в том, что он нравится Лили. Криста отшатывается от уверенности отца и при этом подразнивает его. Еще в Академии Вениас Холдем и директор школы дают понять, что они не будут напрямую бороться с церковью. Вместо этого они предпочли бы использовать свои армии, чтобы привлечь экстремистов на свою сторону. Узнав о численности вражеской армии, Ферия, правитель священного города Адиос, посылает экстренное сообщение в Таурус. Получив это сообщение, Таурус велит гонцу лететь обратно на север под защитой своей армии. Лев прощается с Соболем, когда тот покидает деревню, готовясь к войне. Когда все жители деревни ушли, Соболь решает отдать Зеро большую часть своей магии, чтобы у нее было достаточно сил, чтобы выстоять и сразиться с церковью. Зеро принимает передачу и получает много магии от Соболя за очень короткое время. После того, как она получила всю магию, необходимую ей для борьбы с церковью, Зеро называет его колдуном бездны. Христус выслеживает вражеские войска в одной из частей леса и узнает, что они вызвали демона, чтобы сразиться с ними. Она готовит себя и свой посох Лоудинс к битве. И вот так начинается война. Когда войска из церкви приближаются к деревне, Лили посылает своих одержимых грызунов, чтобы напасть на них. Испуганные солдаты бросаются в ловушки, расставленные для них жителями деревни. Ловушки мгновенно отрубают им конечности и оставляют их навстречу своей гибели. Именно в этот момент с небес падает зеленый дождь и восстанавливает их отрубленные конечности. В другой части леса еще один батальон солдат церкви попадает в ловушки и на этот раз получает ожоги. Тем не менее, зеленый дождь падает с небес и возвращает их коже нормальное состояние. Генерал признает милосердие, которое только что проявили к ним ведьмы, поэтому он советует им отступить. Однако демон, которого они вызвали, продолжает продвигаться к деревне. Зеро сообщает своей команде о том, что одержимый демоном зверь пал, поддерживая армию церкви. Она говорит им, что битва только началась и что они должны проявить твердую решимость победить. Тем временем армия падших зверей церкви, возглавляемая одержимым демоном падшим зверем, захватила Лили в плен где-то на деревьях. Они подумывают о том, чтобы либо съесть ее прямо там, либо отвезти в деревню и затем съесть прямо на глазах у жителей деревни. В этот момент отец наносит удар. Он использует свои тонкие металлические провода, чтобы разрезать зверей, держащих Лили в плену, и отрубает руки их боссу. Демон регенерирует свою руку и готовится к схватке с отцом. В нескольких метрах от него пантера уничтожает всех остальных членов своей армии. Однако одержимый демоном человек использует свою магию, чтобы оживить их всех. Стоя спиной друг к другу, пантера и отец готовятся сразиться с армией демонов прямо здесь и помешать им войти в деревню. Когда церковные войска приближаются к входу в деревню, они попадают в несколько ловушек, расставленных там жителями деревни. Тем не менее, они продолжают увеличиваться в количестве и заставляют студентов использовать против них атакующую магию. В течение нескольких мгновений им удается держать врага на расстоянии. Студенты, похоже, получают удовольствие от того, что наконец-то демонстрируют свои новые магические заклинания. В то время как Хорт и Сейбл атакуют, Кудо использует свою целительную магию, чтобы защитить их. В какой-то момент боя прибывает пантера с одержимым демоном-боссом армии падших зверей церкви. Он наносит удар демону, но все равно не может его убить. Зеро вмешивается, чтобы помочь ему выбраться. Она высвобождает заклинание, которое вызывает врата разложения, чтобы открыть души умерших, чтобы они могли поглотить мерзкого демона, преследующего их деревню. В считанные минуты тысячи разложившихся трупов поднимаются с земли и пожирают плоть босса демонов. Когда их босс исчез, армия церкви отступила на свою базу. В другом месте Альбус, Холдем и еще несколько чиновников лежат и ждут следующей волны нападения церкви. Вскоре церковь направляет остатки бедствия в их лагерь. Один из самых сильных магов пытается сжечь их своим огнем, но это не помогает, так как у остатков развиваются крылья и они нападают на людей. Епископ и другие его чиновники спасаются бегством. Главный епископ Эдимер
был пойман как преступник, который пробрался на место катастрофы. Остатки приближаются к нему, чтобы съесть его. Однако Кристус прибывает в самый последний момент и использует свой посох Лоудан, чтобы поглотить остатки катастрофы. Она приближается к злому епископу и заставляет его съесть все, что она нашла в желудке Кэдди, прежде чем он умер. После того, как она это проглотила, все возвращается на круги своя, и война заканчивается. Через несколько месяцев Сейбл и его коллеги возвращаются в академию, где завершают свою трехлетнюю учебную программу в деревне. Директор школы Альбус с радостью вручает им дипломы и поздравляет с тем, что они успешно сдали экзамен и стали магами. Теперь, когда они стали полноценными магами, Альбус обещает найти для них хорошую работу.